А сейчас мы с вами будем заниматься с челкой, да, то есть, как я вам обещала, я вам покажу челку, как мы с вами строим челку. И, конечно же, мы опять же основываемся на анатомических особенностях клиента, поэтому челку у нас с вами как мы будем искать челку, по каким точкам. Первая у нас точка, мы с вами когда кладем расческу на голову, на наивысшую точку головы, вот здесь вот мы с вами отступаем, приблизительно это где-то 2 пальца, да, получается, от наивысшей точки головы. Вот здесь вот у нас получается уровень челки. То есть вот отсюда у нас с вами будет начинаться челка. То есть это основная точка наша, первая точка начала челки. Поэтому мы ее с вами отделяем, да. Вторая точка, которая у нас с вами задает нашу челку, это лобная впадина. То есть мы с вами ищем лобную впадину. Если говорить конкретно, где у нас с вами лобная впадина, видите, у нас просто вот на наших с вами девочках нет такой явно выраженной линии, как у нас. Поэтому мы с вами смотрим, наша, видите, как бы вогнутая линия, да, видите, вот дальше идет так. Поэтому вот ищите здесь у себя лобную впадину, также у клиентов. То есть здесь получается вот у нас край, да, и вот здесь вот у нас с вами лобная впадина. Вот здесь вот у нас лобная впадина, это и будет наша вторая точка челки. Да, вот первая точка челки это здесь, вторая, как видите, вот она. Дальше уже, видите, идут длинные волосы. Вот, поэтому здесь у нас идет с вами вторая точка, где мы ориентируемся и создаем челку, по которой. Поэтому ищем нашу лобную впадину. Да, вот она у нас лобная впадина. Как мы еще, кстати, можем с вами найти лобную впадину, как она у нас где находится? Вот смотрите, у нас есть уголок глаза, мы с вами ставим перпендикуляр, да, перпендикуляр полу, естественно, да, вот наша с вами линия уголок глаза, и мы с вами ведем, и здесь у нас с вами получается тоже точка наша, вот здесь вот у нас конкретно на нашей вот этой вот девочке, так же как и на нашем клиенте, все это индивидуально, мы с вами проводим линию, значит, соответственно, будет челка здесь. Значит, мы с вами нашли точку наверху и отделяем до нашей лобной впадины, ведем линию. Сейчас я отделю, и вы ее увидите. Остальное мы, конечно же, здесь с вами убираем. Да, вот так вот, вот она, наша линия, видите, вот она линия. Здесь у нас наша точка челки, и с противоположной стороны мы также задаем эту линию. Вот таким вот образом мы с вами находим челку. Сейчас, секунду, просто мне здесь неудобно, да, так как я боюсь загородить вам, чтобы вы видели, да, все хочу вам показать. Сейчас, значит, единственное, что еще, нам надо еще проверить с вами симметричность, да, вот этой вот челки. Как мы с вами это делаем? Здесь вот у нас, видите, мне кажется, она немного несимметрична. Задаем симметрию. У нас это может быть идти ровная линия, может быть полукруг. Все зависит именно от, скажем так, роста волос, от густоты. Бывает, что у нас здесь сильная залысина, мы тогда немного делаем полукруг. Если залысин сильных нет, мы с вами делаем такой треугольничек. Мы с вами, вы представьте, что как будто бы передо мной зеркало, я опускаю голову своей клиентки и смотрю параллельность моих проборов. То есть вот здесь у меня должно быть симметрично. Лево и право должно быть одинаково. Тогда у меня, соответственно, челка будет хорошо распадаться, и все будет у нас очень красивенько.